Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим очень вкусный, эффектный и нарядный торт «Черный лес» или по-другому шварцвальдский торт. Этот торт достаточно прост в приготовлении и всегда выглядит по-королевски. Торт «Черный лес» станет прекрасным украшением любого праздничного стола. Первым делом готовим бисквит. Подготовим все необходимые ингредиенты, они должны быть комнатной температуры. Кроме сливочного масла, его мы все равно будем растапливать. Заранее включаем духовку, пусть разогревается до температуры 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз. Если у вас есть свой какой-нибудь любимый рецепт шоколадного бисквита, вы можете использовать его. И сразу же подготовим форму для выпечки. У меня раздвижное кольцо, которое я установила в диаметре 21 см и дно обернула фольгой. Устанавливаем форму на противень и пока убираем в сторону. Сливочное масло растапливаем в микроволновке и оставляем немного остыть. Просеиваем муку с какао, разминая все комочки. Я использую алкализованный какао-порошок. Для подстраховки можно добавить 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваем венчиком до равномерного распределения сухих ингредиентов. При желании можно прогреть яйца с сахаром на водяной бане, точно так же, как мы делаем при приготовлении генуэзского бисквита. Тогда результат будет еще лучше. Я же просто отправляю яйца в дижу миксера и перемешиваю их до однородности. Когда яйца стали однородной массой, добавляю сахар и взбиваю на средневысокой скорости до уверенной плотной пены, которая при стекании с венчика оставляет отчетливый след и сразу не растекается. В воздушную массу высыпаем сразу все сухие ингредиенты и перемешиваем силиконовой лопаткой снизу вверх. Проверяйте, чтобы не оставалось воздушных кармашков с непромешанной мукой. Остывшее приблизительно до 40 градусов растопленное сливочное масло соединяем с небольшим количеством теста и хорошо перемешиваем до однородности. Эту смесь выливаем в основную чашу и максимально аккуратно перемешиваем, чтобы сильно не осадить тесто. Переливаем шоколадное бисквитное тесто в заранее подготовленную форму и отправляем в разогретую духовку. В моей духовке бисквит выпекался 40 минут на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Время выпечки может отличаться, всегда ориентируйтесь на особенности своей духовки. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, не вынимая из духовки. Готовому бисквиту даем остыть в форме, после чего снимаем фольгу и вырезаем из кольца вдоль стенок. Теперь бисквит должен полностью остыть до комнатной температуры, после чего заворачиваем его в пищевую пленку или в пакет и отправляем в холодильник на несколько часов, чтобы влага в нем равномерно распределилась. Бисквит всегда лучше готовить заранее, чтобы он отлежался. Готовим шоколадный ганаш. Соединяем сливки с сахаром и прогреваем почти до кипения и полного растворения сахара, периодически помешивая. В горячие сливки добавляем шоколад. Даем постоять секунд 20, чтобы шоколад подтаял, и перемешиваем до полной однородности и гладкости. Убираем ганаш в холод, чтобы он полностью остыл, а затем достаем и слегка взбиваем до посветления и пышности. Оставляем крем при комнатной температуре ждать своей очереди. Приготовим вишневую начинку и пропитку для торта. Вишню без косточек засыпаем сахаром и ставим на огонь прогреваться, чтобы она выпустила сок. Если вы, как и я, используете замороженную вишню, то для облегчения процесса в самом начале прогревания можно добавить немного воды. В процессе прогревания вишня дала сок, доводим до кипения и полного растворения сахара, периодически аккуратно помешивая, чтобы не передавить вишню. Снимаем с плиты, откидываем вишню на сито и даем полностью стечь соку. Вишневая начинка для торта готова. В результате должно получиться приблизительно 170-180 граммов вишневого сока. Если сока недостаточно, доливаем воды. В получившийся вишневый сок добавляем вторую часть сахара и ставим на плиту. Доводим до кипения и
варим 3 минуты на небольшом огне, периодически помешивая. По желанию можно добавить вишневую водку или другой крепкий ароматный алкоголь. Пропитка и начинка для торта готовы. Оставляем их на столе, пока будем готовить крем. Для этого торта я предлагаю приготовить крем-чиз, а не просто взбитые сливки, как в классическом варианте. Он более стабильный и тоже очень вкусный. В деже миксера соединяем творожный сыр, охлажденные жирные сливки и сахарную пудру. Включаем миксер и взбиваем все это в однородный крем. Все тонкости и нюансы приготовления крема-чиз на сливках вы можете посмотреть в отдельном видео на моем канале. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок и приступаем к сборке торта. У нас для этого уже все готово. Достаем из холодильника бисквит, снимаем пленку и любым удобным способом разрезаем его на 3 одинаковых коржа. На крутящийся столик кладем подложку и укладываем первый корж. У меня первый корж — это верх целого бисквита. А чтобы подложка не скользила по столику, я подкладываю силиконовую подставку под горячее. А также можно подложить мокрую бумажную салфетку. Пропитываем первый корж вишневой пропиткой. Если пропитка успела остыть, то ее нужно немного подогреть. На контрасте температур бисквит пропитается лучше. Наносим шоколадный ганаш, можно из кондитерского мешка или просто при помощи ложки или лопатки. И разравниваем палеткой для получения тонкого равномерного слоя. Берем кондитерский мешок с кремом и ножницами срезаем уголок. Наносим крем на корж в виде вот таких кругов. А теперь в пространство между кремом выкладываем половину отцеженной вишни. Сверху наносим еще один сплошной слой крема. Не переживайте, если крем немного выходит за пределы торта. В конце весь торт будет покрываться кремом, так что это поправимо. Накрываем вторым бисквитом и пропитываем его вишневым сиропом. Не забываем уделять внимание, в том числе и краям. Наносим тонкий слой шоколадного ганаша и круги из крема. В пространство между кремом выкладываем оставшуюся половину вишни. Покрываем еще одним слоем крема. Разравниваем его и укладываем третий корж. Обратите внимание, что третий корж — это низ целого бисквита. Третий корж также пропитываем и выравниваем тортик остатками крема. Много крема не понадобится, идеального выравнивания здесь тоже не требуется, поскольку в дальнейшем торт будет украшен шоколадной стружкой. Главное полностью покрыть кремом торт сверху и по бокам. Немного крема должно еще остаться для украшения. Торт убираем в холодильник, чтобы крем немного стабилизировался. А пока займемся приготовлением шоколадной стружки из горького шоколада. Я ее делаю с помощью вот такой специальной терки для шоколада, но можно выбрать любой другой удобный для вас способ. Можно воспользоваться овощечисткой или обычной теркой с крупными ячейками. Плитку шоколада перед тем, как натирать, для удобства лучше подморозить. Достаем торт из холодильника и обсыпаем бока торта шоколадной стружкой, постепенно прижимая ее к крему. А для украшения верха торта оставшийся в кондитерском мешке крем я помещаю в другой кондитерский мешок с насадкой. У меня насадка 1М. Я отсаживаю оставшийся крем на торт в виде небольших розочек. Теперь в центр каждой розочки вставляю коктейльную вишню, которую предварительно нужно обязательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы избавиться от лишней жидкости. Если у вас вдруг нет коктейльной вишни и вы не знаете, где ее купить, то можно использовать для украшения отцеженную вишню, приготовленную для начинки торта. Выберите самую красивую и сразу отложите для украшения. В серединку тоже насыпаем шоколадную стружку, и наш торт «Черный лес» полностью готов. Перед подачей нужно дать ему постоять в холодильнике минимум 4 часа, чтобы он стабилизировался и пропитался. Но лучше всего, конечно, оставить на ночь. И теперь можно заварить ароматный чай и наслаждаться этим потрясающе вкусным тортом с нежнейшим сливочно-шоколадным вкусом, который дополнен яркой вишневой кислинкой. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте.
Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди самое интересное. А сегодня на этом все. До новых вкусных видео!